И снова всем привет, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами решили в самом конце поговорить уже с этой пираткой, да, которая в форте Мертвый Свет нас позвала. Давайте заедем, узнаем, что она от нас хочет. Может быть, будет какая-нибудь интересная линия противостояния пиратов, хотя не очень, честно говоря, этого хочу, но сейчас увидим. Наверное, она находится в своих покоях, там же, где был тот спасен... А, нет. Смотрите-ка. Ты и есть тот капитан, которого Элдис пригласила на переговоры, верно? Мне сказано, глаз с тебя не спускать. Он шлепает пальцем по скуле под единственным глазом, второй закрыт черной повязкой. Мне приказано проводить тебя. Веди. Сюда, капитан. Для меня проводить дорогого гостя только в радость. Да-да, именно. Все оказалось проще. Интересно. Где тут загрузочка идет? Пауза торчит на экране. Все подвисает. А, ты верно, капитан Алиторн. Рада, что ты еще с нами, красавчик. Закаленная в бесчисленных сражениях женщина доброжелательно смотрит на вас, потирая подбородок. Ее разноцветные глаза, один непроглядно черный, а второй серо-голубой, изучают ваше лицо. Что, нравится? На ее испещренной шрамами груди блестит золотой или нет. Когда вы его замечаете, Элдис переворачивает монету, чтобы продемонстрировать знак своего статуса на его второй стороне. Отметка вот здесь значит, что я вторая по старшинству в Совете Капитанов. А этот кусок дерьма фуранта всего на одну ступень выше меня. Она усмехается. Вижу, ты уже знаешь мою правую руку и четвертый голос в Совете Капитанов. С ним бывает непросто, но я ему собственную жизнь доверю. Нам удалось договориться. Заставить Бенни слушать не так-то просто. Это впечатляет. Правда, не могу сказать, что он очень уж этим доволен. На ее губах играет горделивая усмешка. Элдис покручивает висящий на груди ствол нет. Да, тебе определенно удалось привлечь мое внимание. Люблю мужчин, которые не сдаются. Ты явно ничего не боишься. Предлагаю тебе сотрудничество. Я получил твое письмо. Знаешь, красавчик, я хотела предложить тебе сотрудничество. Пара неудержимых капитанов. Разумеется, я имею в виду нас с тобой. С другой стороны, от твоей руки погибла безумная Морена, одна из самых верных моих сторонниц, а также полноправная владелица голоса в Совете. Твои решения меня расстроили. Из-за тебя моя жизнь стала гораздо сложнее. Она вздыхает, теребя свою. Может, когда-нибудь потом мы с тобой что-нибудь придумаем, да? Знаю, что тебе уже пришлось встречаться с Фурантом. Может, ты даже работаешь на него, на эту заразу гнойную. Капитан берет со стола кубок с крепчайшим ромом, отпивает и указывает на вас пальцем. Но это не означает, что ты не можешь работать и со мной. Не делай ничего такого, что бы заставило его насторожиться. Просто держи меня в курсе того, что можно ожидать. Договорились? Хочешь, чтобы я на тебя шпионил? О, как умно. Она иронично кривит брови, как над разноцветными глазами. Нет, не спеши. Просто в следующий раз думай, кому нанимаешься. Особенно, если наниматель из тех, кто в награду за работу норовит выпустить кишки. Когда настанет момент, определимся со стратегией. Насчет Фуранта. Есть что-то для меня, милашка? Она с интересом наклоняется вперед, но добро усмехается. Я вся внимание. Именно Фурант сказал мне, где искать Бенвета. Я так и думала. Сходным способом Фуранта и набрал сегодняшний политический вес.
И так он его сохраняет, доводя до беды своих соперников самым подлым образом. Я предпочитаю встречать врагов с открытым забралом, чтобы у них был шанс присоединиться ко мне. Если нет, я уничтожаю их. Разноцветные глаза капитана весело поблескивают. А я обычно награждаю тех, кто поддерживает меня. Вот, это тебе за труды, милашка. Позволь поделиться с тобой моими сокровищами. Обсудим это в другой раз. Как хочешь, милашка, я целиком и полностью в твоем распоряжении. Ну, пока мне не станет скучно. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Ты про хобби? Она вскидывает брови и громко смеется. Ну, когда я не разоряю чужие суда, то сижу здесь, руковожу своими кораблями. Люблю иногда пострелять. Ну и кто же откажется от рома и горячей ванны? Подозреваю, ты любишь то же самое? Сейчас бы мне не помешала горячая ванна. Она запрокидывает голову и смеется. Да, конечно. Можешь воспользоваться моей. Только не сейчас, а когда вокруг будет поменьше народу. Расскажи мне о молодых капитанах Принчипе. За нами будущее, и мы никуда не исчезнем. Мы пираты, красавчик. Это море принадлежит нам, и оно тоже любит нас. Уж как умеет. Форанты все страдают по родине, которой никогда, между прочим, и не видел. Но что старая Вайлия значит для меня и моих ребят? Мы не вайлианцы и никогда ими не станем. Впрочем, вайлианцев мы к себе принимаем с радостью. Но разве Принчипе основали не беженцы из старой Вайлии? Да, много поколений назад. Но лично я выросла в Дирвуде. Ясно? Ты говоришь «Консуалиум эс касситас». Я говорю «Совет капитанов». Ты говоришь «Принчипе». Я лучшие пираты на всем архипелаге. Ты говоришь «Солнет». Некоторые вещи не меняются. Она щелкает ногтем по золотой монете и искренне смеется. Так, а это у нас как? Оно как задание или нет? Это, похоже, не задание. Подождите, ну у нас как бы да, задания там толком-то и не было. Ладно. Ну, в целом понятно, хорошо. Ну что ж, тогда мы возвращаемся во двор. То есть, наверное, из-за того, что мы убили эту пиратку, они на нас немножко обиделись. Ну, кого это волнует, честно говоря, правильно? Мы же все-таки паладина отыгрываем. По крайней мере, пытаемся. В пиратском мире паладином, наверное, сложно быть. Ладненько, тогда мы отправляемся к Денеджу, я думаю, поплывем сейчас. Поговорим с Форанте, там 2 квеста. Ну, по дороге, конечно, будем исследовать, как мы обычно делаем. Так, Донедж, вот он. Мутная лагуна, и тут прям 3 уровня. Брошенная деревня. Так, смотрите, какой-то островок. Давайте посмотрим на него.
Вместо небольшой деревушки Ланово встречает куча обломков, потому что была главная улица, протянулась несколько оврагов. Приблизившись, вы понимаете, что это не овраги, а следы огромного существа размером с целую ногу. Возможно, в развалинах осталось что-нибудь ценное. Новый камень. Коралловая понюшка. Понюшка. Так, это кто? Опытный капитан Принчипи. Он за нами пытается... Хочет с нами повоевать, что ли? Да Недж. Вот, смотрите. То есть так быстро доплыли до сюда. Хорошо. У нас, кстати, корабль уже полностью отремонтирован. Так что, в принципе, мы можем воевать с любыми пиратами, которые на нас нападают. Торговец с архипелага. Че, он хочет нас напасть? Ну ладно. О, смотрите, новая менюшка появилась. Так. 8 уровня, 14. На абордаж. Даже как-то поменьше тормозов. Или корабли оптимизировали. Я даже не управляюсь сейчас, как вы видите, я только одно заклинание использовал, потому что уровень слишком маленький. Биодул получает уровень, Литорн получает ранг. Плащ, в принципе, получили. Отделить монеты с экипажем. Ну что он на нас напал, правильно? Ну что ж, поплыли теперь на Денеш уже. Так, подождите. А, это тут. Так, а это кто у нас там? Ух ты, блин. 19 уровня. Пытаться бежать. Вы успешно уходите от погони. Ну, конечно, блин. Так, это кто? Капитан Тейник. Да давайте уплывайте отсюда. У меня тут... Да, ребятки, это не весело. Если такие противники здесь будут встречаться. Может, мы заплыли локацию не по уровню? В бурю любой плод. Получено достижение. Это не может быть том, кто таком, я думаю. Иди-то. По-моему, нам с ней нужно поговорить. Ах ты ж промасленный сухарь. Это же ты, да? Бредная эльфийка косится на вас, попыхивая трубкой. Едкий дым окутывает ее лицо. Алиторн, капитан корабля, непокорный к вашим услугам. Подвесьте меня за пальцы. К вашим услугам, говорит он. Перейду сразу к делу, идет? Если твоя лодчонка хоть на что-то годится, то у меня имеется списочек капитанов, получивших черную метку. Их кораблям самое место на дне. А я готова заплатить тому, кто этому посодействует. Она зажимает трубку уголком рта и усмехается, демонстрируя ряд желтых зубов.
Предлагаешь охоту за головами? С чего начать? Я для тебя открытая книга, да? Тогда приступим к делу. Она усмехается, похрустывая костяшками пальцев. Вначале пусти на дно Черну, одного из лучших воинов Рауатай. Мне безразлично, что он натворил и как его гибель скажется на расстановке сил. Такие вопросы опасно задавать. Я берусь. Разумеется, ты-то не упустишь хорошей возможности. Черно бороздит воды к северу от Никитаки и южнее Саюки на страннике под названием Ранний призыв. Какие задания? Так. Кто присылает тебе заказы? Лучше не спрашивать. Почему? Потому что в архипелаге идет затяжная грязная игра, и не каждому суждено дожить до ее финала. Одна из капитанов лишь фигурка, отстающая на 20 шагов от настоящих игроков. Другой, он может непредсказуемым образом повлиять на исход. Кто знает, почему оба должны умереть. Она делает круговые движения своей трубкой. А что насчет клиентов, готовых платить за мокрую работу? Они не из тех, что машут флагом «помогите». Она показывает пальцем на вас, потом на себя, поигрывая трубкой в зубах. Я все еще ищу черный. Никто не кусает тебя за пятки и не требует немедленных результатов. Каждая черная метка со временем найдет своего адресата. Она хмурится, кося взгляд на чашечку света. Так. Барками. На пристани сидит рослый моряк Аумоо. Его широкие плечи наклонены вперед, спина сгорблена. Когда он двигается, под сине-зеленой кожей играют могучие мышцы. Меня ни в одну команду не возьмут. Что толку от слепого пирата? Я даже мечом как следует махать не могу, не говоря уже о стрельбе или навигации по звездам. Смилуйся, а? Брось мне монетку. Но скажи себе. Неужели до этого докатилась моя жизнь? Развлекать других своими историями? Он горько вздыхает, еще сильнее сгорбившись. Не так давно я был боцманом, и боцманом отличным, но в один прекрасный заряд пороха выпалил мне прямо в рожу, видишь? Ну, наверное, в один прекрасный день. Он проводит желтой ладонью перед невидящими глазами, тяжелой ладонью. Кожа не очень пострадала, но вспышка сожгла мне глаза. Теперь даже на расстоянии фута для меня все мутными пятнами видится. Понятно, что такой боцман на корабле ни к чему. Никто не возьмет меня в команду. На тебе. Никому не нужная свинья. Шонси. Ловкость +1. Так, смотрите, тут прям много лиц, с которыми можно взаимодействовать. Ух ты, а у нас тут, оказывается, у нашего Серафена уже 3 раны. Будем сейчас отдыхать. Карла Фортуна. Аккуратный мужчина в добротно сшитой кожаной одежде искоса поглядывает на вас. Заметив, что вы за ним наблюдаете, он задевает рукой кинжал на поясе. Потом он улыбается. Искренне. В уголках карих глаз появляются морщинки и машет вам рукой. Экози, не хочешь послушать одну историю? Задумчиво потирает подбородок. Ну расскажи. Я родился в семье торговца с жемчужного побережья. Я был очень беспокойным, вот многие привели меня в Валианские республики. Пока Карла рассказывает, его валианский акцент пропадает. Теперь слышно, что он гнусает, как уроженец Дирвука. Я еще от отца узнал о важности знания географии и других языков. В республиках мне эти навыки очень пригодились. Я много лет успешно торговал, а потом совершил ошибку. Я слушаю, он едва заметно улыбается, вами пожимает плечами. Я присоединился к компании из Жирары, торгующей дорогими тканями, но товар у них был дурного происхождения. Ткачиху по имени Банисета выкрали откуда-то. Правду я узнал слишком поздно. Когда наше преступление оказалось раскрыто, меня изгнали из республик. Промолчать. Мне бы хотелось лично извиниться перед Банисетой, но это очень нелегко сделать. Ну, в общем, я осознал свои ошибки. Больше меня так легко не проведешь. Можешь научить меня тому, чему научился в Валианских республиках? Аш, моя история не прошла мимо твоих ушей. Пожалуй, я могу тебе помочь. За 3000 медных монет. Ну, пускай будет. Неплохо. Он показывает вам, как легко срезать кошель с пояса. Между тренировками он еще рассказывает, как легко сбить цену даже у самых упрямых торговцев. Вы благодарите его и собираетесь уходить, но тут он со смехом бросает вам ваш кошель. Ты кое-что забыл.
Он бросает вам в арже кошель с деньгами. Прикольно. Вы видите женщину средних лет, одетую в хорошие, хотя и грязные доспехи, украшенные ярко-красными узорами. Ее брови и щека рассечены парой длинных шрамов. Может показаться, что она стоит расслабленно, но вы все же распознаете нервное напряжение. Доброго тебе дня! Она широко улыбается, в уголках глаз появляются морщинки. Если я могу чем-то помочь, только скажи. Ну скажи о себе. Дама-путешественница к твоим услугам. Я родилась в Айдире, выросла в самых непростых условиях. Повидала каждый уголок архипелага. В непростых условиях? Ну, раньше в живых землях, но теперь больше на архипелаге. О, если тебе кажется, что на архипелаге опасно, то знай, это безмятежный пикник по сравнению с великолепным безумием живых земель. Быть сайфером очень удобно, должен сказать. Значит, ты часто попадаешь в передряги. О, да, конечно. И никак этого не избежать. Но это не я виновата. Конечно, конечно. Это все университет. Меня посылают в самые опасные уголки Оры. Я могла бы подумать, что они пытаются меня убить. А как еще избавиться от профессора с пожизненным статусом? Смеется она. Можешь что-нибудь интересное об этом рассказать? О, да, конечно. Ты не поверишь. Вот, например, случай, когда я части уха лишилась. Видишь? Она убирает в сторону волосы и показывает вам свое разуродованное ухо. Кажется, будто кто-то его жевал. А вместе с ухом я целой исследовательской группы лишилась. Непростой тогда день выдался. Коллеги намекали, что на мне проклятие лежит, но я так не думаю. Просто работа у меня такая. То есть, если вы хотите, чтобы дама для вас нашла редкие растения, приходится ее отправлять в дальние и не самые безопасные места. Во время прошлой экспедиции Инесс, моя коллега, заблудилась, пока искала одно большое и колючее растение. Я ее нашла, тем не менее, почти целой. Живые земли порой бывают милосердны. Но что-то я разговорилась, да? Она весело смеется, прижав руку к груди. Можешь научить меня тому, что узнала во время путешествия по живым землям? С удовольствием. Я ведь теперь тем больше всего и занимаюсь, что учу. Я могу так набить свой мозг знаниями, что голова будет неделю болеть. Мне от тебя нужно всего 3000 медяков. Да ладно, у нас тонны денег. Отлично, тогда перейдем к делу. Она начинает с практической тренировки. Показывает, как беззвучно двигаться сквозь заросли, как заглушать шум своих шагов. Довольная вашими успехами, она переходит к более сложным заданиям. Она явно большая любительница теоретических рассуждений, потому терзает вас лекциями очень долго, прежде чем наконец отпустить. Ладно. Не знаю, зачем мне была нужна метафизика и все остальное, но пускай будет. Зора. Решительность +1. Туфамикс. Так, смотрите, это куда-то переход уже. И это куда-то переход. А сюда нельзя зайти? Нет. Так, ну ладно. Ага, целый город. Убежище лиходеев, гроб короля, сияющий двор. Ну давайте гроб короля пройдем сначала. Или все-таки сначала пойдем сразу поговорим с Капитаном, а потом будем исследовать город. Вдруг он даст нам какие-то задания в городе. А, так это какое-то заведение. Манеха. Ты ли это, Алиторн? Сколько же времени прошло? Лет 5? Да чего сложного-то? Убил, ждешь часик, вырываешь золотые зубы. Что за глупость? Час ждать, до минуты даже не надо. Убивать? Какая разница, живые или мертвые? Я немало золотых зубов вырвал, разбираюсь в этом деле. Надо бы тебе зуб вырвать, чтобы показать, что все не так. Да что ты понимаешь, никакой разницы нет. Ты, вон отсюда.
Жесть. Это рискованно. Парусина слегка потрепана по краям, однако аккуратно выстирана. Все 4 заштопаны. Джейкоб. А за стойкой стоит высокий мужчина. У него волосы с проседью, удивительно яркие голубые глаза. Несколько длинных шрамов пересекают его лицо, спускаются на шею, исчезают под воротником рубашки. Когда вы поднимаетесь, он заканчивает протирать стойку, убирает тряпку и приветствует вас широкой и обезоруживающей улыбкой. Джейкоб Харкер. Я тебя раньше в наших краях не видал. Добро пожаловать в гроб короля. Он улыбается во все зубы, но светлые глаза остаются холодными и суровыми. Чем могу помочь? Это верно здорово похоже на старый корабль. Ты сам догадался, да? Он подмигивает вам. Впрочем, ты прав. Папаша, когда помер, оставил мне свою старую дау. Но еще было... Кто еще было корыто? Я понял, что выгоднее будет перестроить ее в таверну, чем оставлять гнить у причала. Я хочу кое-что купить. Хочу снять комнату. А кошелек у тебя тяжелый? Кстати, прикольно, видели? Диалог теперь отдельно каждому разделу ведет. Восприятие плюс 3, плюс 1 максимальных очков усиления. Ну, давайте здоровье плюс 10, это матросская койка. Зато мы теперь все поправились, выздоровели. Так, Терна какая-то, ну еще несколько ребят. Если тебе нравится представление, чаевые я приму охотно, но это не обязательно. Спасибо, добрый господин. Волшебница произносит фразу монотонным голосом, разглядывая ногти. Положив руку на бедро и наклонив голову, она смотрит на вас, ожидая ответа. Кажется, тебе не очень нравится то, что ты делаешь. Я работаю за пригоршню пайров в день. Что тут может нравиться? И как ты оказалась среди этих пиратов? Играла в кости и поставила на верняк. Верняк оказался не таким же верняком, и теперь Харкер распоряжается мной, пока я не выплачу долг. Она рычит. Сначала я была должна ему всего 250 монет, но с тех пор заплатила уже 2 раза по столько и все еще должна 7 сотен. Проценты, этот костюм, еда и питье, все это каждый день приписывается к долгу. Но... О, спасибо тебе, господин. Так я совсем скоро выплачу долг. Несмотря на сказанное, она не выглядит особенно благодарной. Убирая монету в кошелек, она закатывает глаза. Может быть, можно ее выкупить? Не то чтобы прям это, конечно, правильно. Нельзя ее выкупить. Так, Элиас Селин. Увидите высокого эльфа, листающего книгу стихов эйдивской поэтессы Шилба. Доспехи у него потертые, но при этом в полном порядке. На нагруднике изображение двуглавого орла с мечом и короной. Присмотревшись, вы замечаете, что свободной рукой эльф пытается открыть лежащий рядом навесной замок. «Привет, я могу тебе чем-нибудь помочь?» Он застенчиво вам улыбается. «Чем-нибудь помочь?» Расскажи себе. Даже не знаю, с чего начать. Я нахожусь во власти приключений. А можешь о чем-нибудь интересном рассказать? Ну, пожалуй, улыбается он. Была одна история, особенно для меня ценная. Она позволила мне найти любовь. Я слушаю. Он довольно кивает. Я отправился в экспедицию в леса Рецераса, где и нашел заброшенный город. К моему величайшему удивлению, в одном из домов обнаружилась потрясающая коллекция книг. Прислушаться. И что же это была за коллекция? Книги на любые темы, даже на самые спорные. Я не мог от них оторваться. Взял с собой все, что мог унести, а носить я умею помногу. Прочел все, многому научился. Вскоре скитания меня утомили, так что я поселился в небольшом городке в Дирвуде и стал учить детей одной благородной семьи. Влюбился в гувернантку, после чего остался там. Ну, на какое-то время. Тогда что? Ну, он потирает шею, отводит взгляд. Однажды я почувствовал, что теряю покой. Это сложно объяснить. Проснулся, посмотрел вдаль и понял, что должен уйти. Я бросил жену спящей в нашей кровати.
Тяжело вздыхает он. Лицо его выражает печаль, но он тут же решительно хмурится. Я не знаю, что меня ждет на архипелаге, но надеюсь, что одно из самых замечательных приключений. Можешь ли ты меня чему-то научить? Ну, раз уж ты соглашаешься слушать мои длинные истории, за мной должок, а с тебя всего 3000 медяков. Ну на. Покопавшись в сумке, он достает несколько замков, найденных во время путешествия. Он показывает вам, как без труда их вскрывать, предлагает вам попробовать, потом указывает на ошибки. Удовлетворившись вашими успехами, он показывает, как готовить взрывчатку из черного пороха, пергамента и бечевки. Добившись того, что у вас это получается без риска покалечиться или покалечить кого другого, он желает вам удачи и прощается. Мне прям интересно, мы реально повышаем это все? Механика, 1 пиротехника. Ну, вроде что-то повышается. Так, туда пройти как-то через 2-й этаж только можно. Пьестро. Ох, боги, жальтесь надо мной. Здесь уютно и тихо. Прекрасное место для конфиденциальных встреч. Пират стоит на четвереньках, дрожа и обливаясь потом. Он стонет от боли. Будь я проклят за свою тупость. Чтоб меня Ондру забрало. Что с тобой? На мой корабль напали охотники за пиратами. Я не знал, сумеем ли мы отбиться, так что самую цену из своих вещей решил проглотить. А это черная слеза Нгати, драгоценный камень с кулак размером. Но вот что-то оно не выходит, ни с одного конца. Я уже кучу разных снадобий перепробовал, но уж больно стойкие у меня потроха, ничто их не берет. Поплаваешь с моё, желудок тоже железным станет. 2 дня назад мне стало нехорошо, ужасно больно. Наверное, теперь я умру. Даже ползать не могу больше. Чем тебе помочь? Помоги мне блевануть. Любым способом, лишь бы избавиться от проклятого камня, пока он меня не кончил. Принеси мне что-нибудь мощное, чтобы даже мой луженый желудок проняло. В сияющем дворе есть лавка Розанеллы. Она мне давала экспериментальное лекарство. Смотрела, как действует, потом меняла. Скажи ей, что последнее почти сработало. Хорошо, поговорить с Розанеллой. Новая задача. Железное тело. В сияющем дворе. Ну это там получается, куда мы потом будем направляться. Давайте, наверное, пока мы здесь, поторгуем. Я хочу продать много нового, что мы тут набрали. Кстати, рукавицы надежности мы ни на кого не надели. Сейчас наденем. Широкий пояс еще плюс 2 атлетики. Надели тоже ни на кого. Так, давайте наденем. Так, во-первых, ну, гармония понятна. Кстати, рукавица надежности. Рукавица точности. Сюда можно. Дает малое возложение рук. Давайте вот сюда наденем. Так, а малое возложение рук пускай будет здесь. Так,
И второе, что мы не надели, это ботинки, которые дают некий прыжок. 2 на передышку. Черпая из запаса духовных сил, варвары могут прыгнуть высоко в воздух и обрушиться на врагов, ошеломляя их. Здесь у нас что за ботинки? Реакция +8. В принципе, нам эти ботинки пока ни к чему. Ладно, так, давайте посмотрим, что на втором этаже таверны. Юнга Ирвена. Что у нас тут? По вам быстро пробегает взглядом молодой мужчина, весь затянутый в плотную кожу. Похоже, осмотр его удовлетворил. Он улыбается, не открывая, однако, зубов. Чем могу тебя порадовать? Чем ты занимаешься? Удивляю и восхищаю, он подмигивает. Я занимаюсь массажем. Массаж всего тела расслабляет мышцы, прочищает голову и уносит забот. Разумеется, я умею много чего другого, и все эти удовольствия за жалкие 200 пайров. Нет, не хочу. Ирвена. Ну надо же, какой красавчик. Пожилая женщина. Прошу прощения. Осматривает вас с ног до головы и улыбается, демонстрируя золотые зубы. Тебе нужна помощь чем-то, дорогуша? Что ты здесь делаешь? Разве ты не видишь? Я развлекаю гостей. Она изображает короткий танец и весело смеется. Тебе это обойдется в 50 пайров. Несмотря на мои морщины, не смотри на мои морщины. В сердце я все еще молода, а опыта у меня побольше, чем у многих. Она усмехается. Ну давай развлечемся. С удовольствием. Она усмехается, показывая золотой зуб и ведет вас к кровати. Да. А нет, стоп. Это кража, да? Кража и это кража. Вот есть еще, видимо, второй. А, подождите, здесь нет второго этажа. Все. Получается, все, что нужно было, мы исследовали. Убежище лиходеев, сияющий двор. Ну, поехали в сияющий двор. Так. Бирном. Свежие фрукты и овощи, сушеная еда для долгих путешествий. Покупай. Что хочешь сегодня? Покажи, что ты продаешь. Действительно еду продает. Каландра. Это безнадежно, клянусь жабрами Ондры. Итог работы неизвестного художника над занавесом можно описать довольно просто, он старался. Это была катастрофа. Настоящая катастрофа, каких не видывал свет. Возмущенно размахивая руками, комедиантка отчитывает остальных стоящих на сцене актеров. Тайфун, и тот не разогнал бы зрителей с такой скоростью. Что у вас не так? Что у нас не так? Я скажу тебе, что у нас не так. Все. Труппа разваливается на глазах. Денег не хватает, актеров не хватает, а уже о вдохновении говорить нечего. Она перечисляет все это, загибая пальцы. Мы уже 3-ю неделю не можем собрать зрителей. И не то, чтобы пиратам было сложно угодить. Нет, это верный знак. Представление и правда получилось дрянь. Но мне кажется, я знаю, в чем дело. Нам просто не хватает таланта. Если бы я могла нанять одаренных артистов, то постановку обязательно ждал бы успех. Что тебе нужно, чтобы улучшить постановку? Ну, как минимум, кто-то на роли Атасу. Я в труппе самая высокая, но все равно смотрюсь неубедительно, даже если кожу все не выкрасить. А еще наши зрелищные сценические эффекты потеряли всю свою зрелищность. У нас была волшебница, которая ими занималась, но она влезла в долги и теперь работает в гробу короля. Так, а в чем твое представление? О самом страшном враге архипелага, с тех пор, как валианская торговая компания начала гонять нас по морю, будто зайцев. Это история об Атасе, который подробно шторму обрушился на архипелаг и потопил почти весь наш флот.
Я помогу тебе. Правда? Вот здорово. Тогда мы могли бы... Она резко прерывается и подозрительно нахмуривает темные брови. Погоди-ка, а с чего это ты станешь мне помогать? Тебе-то в этом что? Ну, другие-то тебе помогать не спешат, верно? Да, верно. Ну, что ж, нищим выбирать не приходится. Она задумчиво поглаживает пышную бровь. Мне отчаянно нужны два исполнителя. Одна на роль волшебницы и еще любой уволень, достаточно здоровый, чтобы сойти за Иотаса. Я как раз знаю одну идеально подходящую волшебницу, которая к тому же выступает тут, в Донерже. Ее зовут Терна, найти ее можно в гробу короля. Но я, к сожалению, понятия не имею, где нам взять Иотаса. Приведи мне подходящих на роли актеров, и я обещаю, что ты не пожалеешь о потраченных силах. Я обеспечу нам успех, ну, если не помру по дороге. Ладно, так. Новая, так. Убеющий лиходеев есть один синекожий, который вполне подошел бы. Тот, который, Тот, который, мой старый капитан пил с рождения до самой смерти. Тот, который, слепой. Тощий был, как твои перила. Поет, походу. Так. Коэль Марцеллус. Первое, что вы отмечаете в этом мужчине, его яркий наряд из красной и фиолетовой ткани. Он высок, по-мальчишески красив, несколько небрежен, с подстриженной бородой и приветливой улыбкой. Наблюдая за прохожими, он мурлычет себе под нос какую-то мелодию. «Приветствую, сударь!» Он радостно вам улыбается и жестами подзывает поближе. «Чем я могу тебе помочь?» «Расскажи себе». «Думаю, врожденная наблюдательность уже подсказала тебе, что я актер». Последнее слово он произносит с нажимом и витиевато кланяется. Сцена, таверна, какой-нибудь угол на улице. Дом там, где я смогу прилечь. Вот я и путешествую по Эоре, чтобы делиться своим даром с благодарными зрителями, куда бы меня это ни привело. Прислушаться. Простой народ очень любит актеров. Мы приносим веселье и увлекательную тайну в невеселую жизнь простолюдину. Да, можно сказать, что мы в чем-то помогаем богам. Пока он говорит, вы замечаете, что его мягкие туфли на носках протерты почти до дыр. Присмотревшись еще, вы видите, что и рукава куртки золотые на локтях. У тебя нет ни гроша. Как ты смеешь? Ну, это недалеко от истины. Времена нынче тяжелые. Та громадная статуя крушит все на своем пути. Да и лишних денег на архипелаге почти ни у кого нет. Жить так весьма непросто. Порой зрители принимают мою игру за чистую монету. Мне трижды пришлось убегать из разных городов после того, как я изображал высокопоставленных иностранцев. Проклятые глупцы вообще не понимают сатиру. Потому мне пришлось научиться защищать себя. Правда, должен признать, хватает моих навыков лишь на то, чтобы отбиться от волков или очередного жадного воришки. Хвала богам, не часто приходится таким заниматься. Я и при помощи слов могу выпутаться почти из любой ситуации. Разговаривать ты мастер, с этим не поспоришь. Вот спасибо. Должен сказать, приятно ощущать признание своих талантов. Все дела в равной степени хороши, но мне приятнее читать стихи, чем размахивать топором. Приходится, правда, порой бороться за жизнь любыми способами. Ты можешь научить меня чему-нибудь из того, что умеешь? Сочту за честь. Но мне ведь нужно жить на что-то. В общем, мои услуги обойдутся тебе в 3000 медных монет. Повысить показатели рельефа и знания улиц. Вот так. Отлично, тогда перейдем к делу. Его урок ни с чем не сравнишь. Он начинается с того, что описывает персонажа, которого вам предстоит сыграть. Закаленного улицы разбойника, морского волка, разъяренного дворянина. Потом диктует фразы, которые вы должны произнести от лица этого персонажа. Потом он показывает, как разные личины используют для того, чтобы заставить людей отдать вам то, что вам нужно. Увидев, что у вас неплохо получается, он широко улыбается и прощается с вами. Так. Видите, потихонечку, да, поднимаем пассивные навыки. Так, и здесь нам нужно найти кого? Розенеллу. А где она находится? Пока непонятно, где она находится. Ладно, давайте в сокровищницу заглянем.
Димеса. Добро пожаловать в сокровищницу, моряк. Глаза рослые и богоподобные, окружены воспаленными опухолями. Когда она говорит, ее губы трескаются, выделяя густую жидкость. Если что-нибудь приглянется, ты говори, ладно? Покажи, что ты продаешь. Так, боевой цеп, рапира, испачканные рукавицы реку, отказ смерти. Дает невосприимчивость к воздействиям на телосложение при наличии хотя бы одной травмы, пассивная способность. Зеркальная накидка. 10 шанс отражения против заклинания. Зрительное преломление, отклонение +5 против оружия, дальний бой, +2 скрытности. Неплохо. Оберег пустоты. Кольцо. Получено минус 25 урона чистый. Черненое ядро, +2 класс защиты против разъедающего. Так, ожерелье интеллекта, кольцо малого отклонения, плащ защиты, радужная чешуя. Базовый класс защиты 10. Против типа урона 8, колющего и разъедающего тоже 8. Превосходное качество. Все защиты дают вызов большого Идоса. Так, класс защиты 10. Ожерелье огненных шаров. 8 зарядов. Скидка на предметы +20%. Так, а что у нас там за класс защиты у нашего брони? 11, да? Но мы ее можем улучшить. Так, а вот здесь, наверное, Розанелла. Нет? Стражница сокровищница. Ее можно оборовать, просто нужно подождать, пока она отсюда уйдет. Ну, отлично. Нет, нельзя, наверное. О, а вот это вот свалило неожиданно. Чешуя. Вот. Мешки сияющие адры — это обман. Внутри лишь ярко окрашенный песок. Этот позолоченный доспех используется только для торжественных церемоний, для настоящей битвы он не подойдет. Ладно. Так, подождите, а где же тогда находится Розанелла? Что у нас тут есть еще? Это она, Десера. О, так вот, тут еще смотрите. Похоже, старое доброе насилие тебе вовсе не чуждо. Не желаешь направить свои навыки на благое дело? За достойную плату, конечно. Она вертит монетку в пальцах, на лице у нее улыбка, глаза блестят. Расскажи, что за благое дело. Все очень просто. Когда-то на архипелаг Мертвого Огня наводил ужас подстрекатель, корабль капитана Хенки. Ловкость и жестокость команды Хенки вошли в легенды. Десераль подбрасывает монету в воздух и с ухмылкой ловит ее. Вы замечаете, что это Солонет? Легенды. Скорее уж легендарные кошмары. После того, что они сделали с командой добродетельной награды, даже этот подонок Бенвет не захотел иметь с ними ничего общего. Но пиратские легенды долго не живут. Несколько месяцев назад союз охотников на пиратов из Никитаки изгнали подстрекателей и потопили его у берегов Тикивары. Капитана Хэнка убили, но старшим офицерам удалось сбежать в целости и сохранности. И похоже, что теперь до правосудия и до команды подстрекателя нет дела никому, кроме меня. Даже в полумраке вы замечаете, как дрожит жилка у нее на виске. Голос опускается до низкого рыка. И поэтому я хочу, чтобы ты убил их. И готова заплатить за это из собственного кармана. Я найду этих пиратов, но кого мне искать? На подстрекателе был свой талисман. Бесполезный маленький ублюдок, который требует, чтобы его называли лорд-адмиралом Бесом. Сам по себе он не слишком опасен, но всюду, где бы он ни появился, от него одни неприятности. Потеряв переносицу, она вздыхает. Серафин со вздохом закатывает свои большие глаза.
Последнее, что я про него слышала, лорд-адмирал Бес устроился на причале королевы. Ты найдешь его там вместе с саурипами и конструктами, которых мелкий хрен убедил пойти за ним. Да благословят боги их простодушные сердца. Кто следующий в моем списке? Тебе предстоит убить госпожу Эперо, бывшую помощницу и по слугам любовницу капитана Хэнки. Она Сайфер, и Сайфер весьма опасный. У Эпера в Никитаке есть поместье в Змеином венце, но я не советую врываться в ворота, поля из всех стволов и размахивая саблями. У нее там целая армия телохранителей. Сраль улыбается и подмигивает. Я буду действовать осторожно. Кого еще мне искать? Тебе предстоит устранить Катрен, штатную волшебницу-подстрекателя. Ходят слухи, что прежде чем податься в пираты, она была ученицей у Аркемира. Последнее, что я слышала, Катрен и ее мелких прихлебателей можно найти ночью на священных ступенях в Никитаке. Где она днем ошивается, я понятия не имею. А кто последняя цель? Тебе придется потрудиться, друг мой. Твоя цель Таркар, командир абордажных отрядов подстрекателя. Это Огр, который славится хитростью и жестокостью. Говорили даже, что это Таркар, а не Хенка стоят за самыми успешными вылазками подстрекателя. Недавно Таркара видели в убежище Лиходея в Денедже. Он собирался присоединиться к какой-нибудь команде и сколотить свою собственную. Полагаю, ты не дашь этому случиться. Похоже, тебе не дает покоя команда подстрекателя. Тут ничего личного. Эти пираты заработали свою репутацию убийствами и грабежами. Я бы не хотела, чтобы они восстановили хотя бы малую толику своих сил. Она делает вид, что безразлично пожимает плечами, но выглядит это так, будто у нее слило спину. Продолжая говорить, Десираль достает из кармана небольшую монету, солонет, и потирает уголком рубахи. Черты ее лица смягчаются, словно она вспоминает что-то приятное. Потом, с едва заметным вздохом, она убирает солонет в карман. Ну что тебя беспокоит? Я не хочу впутывать тебя в свои проблемы, друг мой. Это семейная история, вот и все. Впрочем, наверное, у тебя есть право узнать. Она замолкает и вновь выуживает из кармана солонет. В сумеречном свете он сверкает золотом. Моя идиотка-сестра была на подстрекателе. Ее склонили к бесчестной жизни обещаниями приключений. Когда охотники за пиратами убили команду и потопили корабль, сестра оказалась в числе погибших. А эти гнусные ублюдки, о которых я тебе рассказал, ушли без единой царапины. Я хочу, чтобы они поплатились. Мне все равно как, лишь бы настал их черед попасть в колесо. Доброй охоты. Хэмп. Телосложение +1. На полках лежат актуальные морские карты, а также бестиарии с перечнем могущих встретиться капитану морских чудовищ. Если верить надписям на бутылках, эти отвары способны излечить все на свете, от цинги до самой смерти. Хранитель просто охотится на охотников за кораблями. Рамаса. Добро пожаловать в мою торговую империю, широким жестом показывает на прилавке вокруг. У меня есть в продаже все, что тебе нужно. Что тебя интересует? Это все твои прилавки? Теперь мои. Когда я начинал, прилавок у меня был только один, но постепенно я расширялся и по одному скупал конкурентов. Бледная шкура, легкий доспех, легендарный предмет. Класс защиты 9. Туманное облачение. Обычных попаданий становятся легкими. Амрам. Боевой топор двуручный. Урон критического попадания +20. Отличное качество. Амра. Непонятно, что это. Missing string. Если сила владельца 25 или больше, критические попадания при помощи этого оружия наносят 25% от базового урона оружием в области вокруг владельца. Жаждущий клинок. Эсток. Двуручная. Попадание по цели при смерти также наносит урон соседним врагам. Дает бонус точности и скорости действий. Критическое попадание. Ну, неплохо, но пока нам ничего из этого, в принципе, наверное, не надо. Так, с Ингфрид мы, по-моему, разговаривали или нет?
Вы приближаетесь к ней, она напрягается, но не бежит. Она втянула голову в плечи, на ее вытянутом лице выражение загнанной жертвы. Когда она встречается с вами взглядом, ее глаза широко раскрываются. Мадвир в вашей руке вытягивается, отчаянно тянет вас к фигуре в толпе. «Ты кто? Что ты здесь делаешь?» Ее лицо бледное, на лбу видны бисеринки пота. «Я друг, или могу стать другом. Я здесь по просьбе Мадвир». «Я думала, но я надеялась, что никогда...» Дрожащими руками она трет опухшие, покрасневшие глаза. «Для чего ты принес ее?» Она прислоняется к каменному дверному проему и опускает голову. «Мадвир, ты обещала вернуться за мной, но не вернулась». Голос Мадвир дрожит, словно вот-вот сорвется. Ее тянет Кингфрид, как железо к магниту. «Я все эти годы была одна. Меня поднимали и бросали десятки чужих рук. И каждый раз я надеялась, что эти руки окажутся твоими. В чем я провинилась?» «Ни в чем. Во всем виновата только я». Кингфрид встает на колени и осторожно кладет покрытую шрамами ладонь на лезвие Мадвир. «Я вижу, что Мадвир тебе не безразлична. Но что случилось?» «Мне так жаль». Эгфрид нежно проводит пальцами по всей длине клинка. Мадвир льнет к ней, теплеет от прикосновений. «Я родилась с Сайфером. Совсем юной я попала в послушницы к мастеру анимантии. Он занимался совершенствованием искусства подселения душ и считал, что мои способности помогут ему достичь цели. Родители заработали на этой сделке изрядную сумму медных монет», скривившись, она сплевывает на землю. «Когда я ушла от него, я забрала с собой Мадвир. Мне казалось, что заботиться о ней моя обязанность. Я решила, что смогу искупить вину за создание Мадвир, если стану охотиться на тех, кто использует анимантию во зло». «И как прошло твое искупление?» «Некоторое время я служила в Данритроу в бухте непокорности. Кое-что из того, что я тогда увидела, до сих пор является мне в кошмарах. Когда последний из беспринципных анимантов получил по заслугам, я поняла, что вина гложет меня еще сильнее. Я ведь ничем не отличалась от них, я причинила не меньше зла». Она переминается с ноги на ногу, стараясь не смотреть вам в глаза. «Я бежала на архипелаг Мертвого Огня, к Принчипе. Увы, я была наивна и не знала, что стыд все равно догонит меня. Он терзал меня изнутри. Я подумала, что если избавлюсь от Мадвир, то и стыд меня оставит. Какой же я была дурой. Но что же ты сама, чего ты хочешь?» Она делает дрожащий вдох и поворачивается к Мадвир. «Мадвир, я не помню, какой была моя жизнь, так что не могу ненавидеть тебя за то, что ты забрала ее. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить тебя за предательство, но...» Меч тянется к Ингфрид, прижимается рукоятью к ее бедру. «Я хочу остаться с Ингфрид, если она примет меня». «Да, я думаю, так будет лучше. Только не думай, что ты мне безразличен, Леторн». Отпрянув от Ингфрид, меч тянется к вам и прижимается к ноге. «Я хочу знать, что случится со мной после того, как вы оба умрете. Вернется ли моя душа в колесо? Я помню только жизнь оружия, но все же не хочу умирать, однако не хочу и жить вечно. Я лишь оружие, инструмент. И даже если ты по-прежнему тупоголовая кривая ручка, я тебе доверяю. Тебе решать». «Зоти, ты можешь освободить душу Мадвир, заключенную в мече?» Печально кивнув, Зоти раскачивает свой фонарь взад-вперед, напевая себе под нос что-то неразборчивое. Из меча поднимается фиолетовая струйка ауры. Она ударяет фонарь с такой силой, что металл начинает дребезжать, и Зоти, ругнувшись, прижимает его к своей руке. «Отдать пустой меч, Ингфрид». Ингфрид берет меч осторожно, словно не понимая, что с ним делать. Она касается лезвия, и на ее лице одновременно отражаются облегчение и печаль. «Душа Мадвир действительно покинула нас». После долгого молчания она вздыхает. «Ты снял меня тяжелое бремя. Спасибо». Держа меч в руке, она уходит с рыночной площади и не оглядывается. Вот такая вот история меча. Теперь у нас, правда, нет меча. Вот, шепот Янвуда у нас есть. Ну что ж, ребят, на этом довольно-таки грустной ноте мы, пожалуй, закончим нашу игру. Неожиданное довольно окончание истории с умным мечом. Но интересно. Сегодня это все. С вами был Реторн.
Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Делитесь моими видео в соцсетях, своими друзьями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До следующей встречи.